Друзья, привет, Кирилл Лена и канал Недвижка на Изи. Сегодня мы снова приехали в Кыргыджак показать вам дуплекс. Апартаменты двухуровневые, опять же, того же предыдущего хозяина, что и прошлое видео. Мы в Кыргыджаке, здесь два корпуса, есть подземная крытая парковка, что очень круто, есть большой бассейн открытый, зона барбекю, также все, как вы любите, социальные зоны, там внутри в этом корпусе есть зимний бассейн 3 на 11 метров, потом там есть сауна, хамам, паровая комната, там игровая для детей, спортзал, кафе, в общем, все как вы любите. И большой плюс, как я вам сказал, же есть крытая парковка. Друзья, этот комплекс вот достроится, смотрите, здесь еще никого нету, мы находимся от пляжа, наверное, где-то 900 метров, 1 километр, сразу же выходим на дорогу. Если пешком пройти, это 20 минут, на машине это 3 минуты. В общем, здесь красивый вид. И плюс этих апартаментов, что хозяин, он их купил с нуля на фундаменте и пригласил российского архитектора, чтобы тот помог с расстановкой, планировкой внутри. Соответственно, они внесли некоторые изменения, которые отличны от других пентхаусов, да? Ну и сделали что-то. А что мы посмотрим сами вместе и думаем, удобно это или нет. Ну, пойдемте внутрь, пойдемте смотреть. Друзья, добро пожаловать в Кыргыджак. Мы всего лишь в 20 минутах езды от центра города. И если вы ищете апартаменты и хотите жить в хорошем комплексе, вам по адресу. Почему Кыргыджак? Да просто потому, что все строения невысокие, максимум 5-6 этажей, неплотная застройка и вокруг вас виллы, очень много зелени. Комплекс, который мы вам хотим сегодня представить, находится в 900 километрах от пляжа. Можно пройти это расстояние пешком за 20 минут, либо 3 минуты на автомобиле. Два блока апартаментов и 40 квартир. Подземный паркинг. Для каждой квартиры выделено свое машиноместо. Закрытая территория, круглосуточная охрана. Детские игровые площадки, большой летний бассейн, зона барбекю, зимний бассейн, сауна, хамам, паровая комната, спортзал, закрытые детские игровые комнаты. Друзья, круглогодично вы найдете чем заняться в этом комплексе. Друзья, заходим и попадаем в наш пентхаус. Друзья, здесь 214 квадратных метров это бруто, то есть грязной площади, и 180 квадратных метров чистой площади. Так вот, смотрите, начинаем сразу же входной группы. Здесь, сами понимаете, это новое все, только доделывается, и вы можете стать владельцем номер раз. Так, в коридоре, вот у нас место. Я бы здесь поставил какие-нибудь полки, какие-нибудь шкафчики для одежды. Обязательно пуфик. И вон у нас розеточка, если что-то надо подсоединить. Там на второй этаж, там санузел. Но мы идем в кухню-гостиную. Смотрите, кухня-гостиная здесь около 36 квадратных метров. И на полу у нас лежит ламинат, что очень приятно для ходьбы. Так, что у нас здесь? Смотрите, я так думаю, здесь будет где-то столик какой-нибудь обеденный небольшой. Там, наверное, диван, да? И большое панорамное остекление высотой 2,20 либо 2,40, я не уверен. Энергосберегающие окна, которые легко закрываются, открываются, и мы можем выйти на наш балкон. Друзья, смотрите, мы вышли на балкончик сейчас. И у нас открывается шикарный вид на соседние комплексы и, конечно же, на море. Вот там вот будет у нас буквально через часик, через два закат. Ну и также мы можем посмотреть на бассейн, который находится в комплексе. Видите, как он большой и достаточно глубокий. Я на самом деле удивился, что вот такая вот глубина, потому что обычно везде глубина около 1,5 метров, а тут прям можно и нырнуть. Там есть беседочка, и смотрите, как красиво сделана, благоустроенная придомовая территория. Мне очень нравится. Я бы здесь поставил бы такой небольшой полукруглый столик, 2 стульчика, и вот так вечерочком сидеть, попивать винишко, наблюдать за всем происходящим и, конечно же, за закатом. Кстати, вот здесь вот есть подсветочка и, конечно же, розеточка. Друзья, эту квартиру
планировал российский архитектор. Тут очень много всего переделали изначально. И вот даже обратите внимание на кухню. Смотрите, у нас очень большой остров. Здесь, наверное, длина у нас сколько? 1,20 м, потому что 2 столешницы по 60 склеены. Смотрите, сколько ящиков. Очень много. Прям очень много ящиков для хранения. Прям я даже не знаю, что туда можно засовывать. И проходим сюда. Конечно, было бы лучше, если бы Лена рассказала, потому что, в принципе, это как, ну, как хозяйка, да? Но смотрите, здесь будет у нас электрическая плита, которую уже заказали, какая-то очень крутая, я не знаю, какая именно, но что-то очень классное будет, да? Здесь плита, здесь у нас место для готовки. Кстати, вот там вот могут присесть гости, знаете, на барных стульях таких и сидеть, ждать, пока вы приготовите, и там попивать вино или какие-то кушать закусочки. Здесь у нас кофемашина станет, наверное, чайник, какие-то там, не знаю, специи, ну прям очень много ящиков. Тут будет холодильник, смотрите, окно, что дает натуральный хороший свет. И отдельное внимание я бы хотел заострить на посудомоечной машине. Смотрите, друзья, они действительно подумали о том, как люди будут здесь жить, потому что вот как удобно. Вы посуду помыли, что-то туда в ведро выкинули и сразу же, не нагибаясь, поставили. Вот лично я по утрам, когда достаю всю посуду из посудомойки, я немножечко ругаюсь, потому что ты с утра проснулся, спину не разомнуть и начинаешь вот эти вот упражнения. А здесь все очень удобно, действительно продумано. Также, друзья, еще раз обращу ваше внимание, что очень много розеток. Поэтому любые какие-то осветительные приборы, ваши гаджеты, вы всегда найдете, куда воткнуть. Вот, к примеру, видите, две розетки. Тут у вас всегда, там, допустим, планшет, ноутбук для хозяйки. Все удобно. Далее, здесь сразу же у нас первая комната. В этом пентхаусе у нас как бы 3+1, да? Но по факту получается 2+1. Но вы поймете, что я имею в виду. Вот она первая у нас спальня. Здесь 16 квадратных метров, на полу у нас тоже ламинат. Тут легко встанет двухспальная кровать. Здесь станет телевизор. Друзья, еще раз, обратите внимание на розетки. Вот во многих турецких домах, да, эти розетки почему-то ставят здесь. Они думают, что, наверное, их надо спрятать за тумбу, да, но когда нам нужно включить телефон на зарядку, либо что-то, ну, нам неудобно лазить под эту тумбу. А здесь все нормальный уровень. Свет захотели, прикроватную лампочку включили, поставили что-то на зарядку, ну, все классно и удобно. Большие окна, алюминиевые, энергосберегающие, смотрите. Открыли много света, свежий воздух, и вот там вот я вижу горы. Но Лена бы спросила, а где мы поставим шкаф для одежды? Да, Лен? Да. Как Но ты я думаешь, знаю, где. Как ты думаешь, где, говори? Потому что здесь гардероб. Друзья, смотрите. Сделана такая вот дверка, типа купе, и мы заходим в гардеробную. Гардеробная комната около 9 квадратных метров. Смотрите, здесь поставить какие-нибудь стеллажи, полочки, шкафчики, да хотите шкафы-купе ставьте, неважно. Главное, что у вас есть достаточно много места, и самое главное, что у вас есть натуральный дневной цвет. Это очень важно, потому что любая женщина, когда она собирается, там делает макияж какой-нибудь, она говорит, вот я хочу натуральное освещение. А тут, пожалуйста, натуральное освещение, что-то там не нравится, вышла на балкончик, подышала свежим воздухом, успокоилась, зашла обратно. Друзья, смотрите, горы, сейчас шапки немножечко в облаках, но как есть, так есть. И вот здесь вот зеленая лужайка, зеленый свет успокаивает. Пойдемте внутрь. Так, гардеробная, спальная комната номер раз на первом уровне. И идем посмотреть, что у нас есть еще есть. А здесь еще есть санузел. Заходим. Санузел около 5,5 квадратных метров. Здесь, в принципе, все уже есть. Как видите, и инсталляция, и раковина. Удобный шкафчик с зеркалом, потому что вот там вот мы все сложим. И здесь у нас, в принципе, ничего не будет стоять. Есть у нас электрический обогрев пола, причем установлен какой-то более дорогой, более мощный. И в душевой
Лен, обрати внимание, в душевой у нас широкоформатный гранит. Не гранит, а керамогранит, да, друзья. И там еще у нас есть подогрев. То есть вы там душ приняли, потом его, может быть, включили вместе с полом, все просохло, ни плесени, ничего нету. Ну, замечательно. Так, высота потолков у нас на первом этаже, вот здесь вот я мерил, у нас 2,8, то есть, в принципе, как бы дышится просторно и легко. На стенах необычная краска от застройщика, стены покрасили более дорогой краской, как там называется, типа там жемчужная, что-то такое. Ну, смотрится белый-белый. Но главное, как она будет в эксплуатации. А главное, что мыть ее будет гораздо проще, чем обычная. Ну что, идемте на второй этаж. На второй этаж у нас ведет лестница из мрамора. И там сделаны такие уже отверстия под освещение. То есть будет все подсвечиваться и будет красиво. Ну вот мы и пришли на второй этаж. И сейчас мы расскажем вам, как хотел хозяин и как видим это мы. Да? Смотрите, у нас есть здесь дверь откатная, большая. Высота двери 2,40. Это нестандартный размер. Обычно везде там 2 метра, 2,30 максимум. Здесь 2,40. Друзья, и мы заходим сюда. Как я вам говорил, здесь по проекту 3+1 изначально у застройщика, но владелец сделал как бы внизу одну комнату, да, и здесь как бы две. Но эти две, они являются одной. Смотрите, хозяин, который купил, что он хотел? Здесь он хотел сделать зимнюю спальню, там он хотел бы сделать летнюю спальню. Они по 20 с чем-то квадратов общие, то есть получается, что у нас общая площадь где-то около 40 квадратов. Давайте я вам скажу так. Если у вас большая семья и вы хотите их разделить, но вас смущает, что они в принципе совмещены, то владелец квартиры, он готов сделать вот здесь вот перегородочку и отдельный вход в эту комнату. Смотрите, какие двери. Класс просто. Я прям чувствую себя как в дворце. При дворце, да. Друзья, давайте я вам расскажу про первую спальню. Отличие этого пентхауса от других вообще в том, что хозяин боролся долго с застройщиком, чтобы ему добавили остекление. То есть, если мы посмотрим на квартиру, которая вот в блоке ниже, там вот этого окна нету. Плюс, смотрите, сразу же вам говорю, высота потолков здесь 3 метра. Я думаю, что в этой части, в самой высокой, наверное, будет 3,10. Крыша, на крышу нанесено дополнительное утепление и шумоизоляция. Смотрите, у застройщика всегда стандартно идет где-то 1,5–3,5 сантиметра, это вот нанесение такой пены. Здесь же сделали 6 сантиметров, чтобы, во-первых, от дождя меньше шума было, во-вторых, это у нас будет меньше нагреваться летом, да, крыша, и будет более комфортно. Ну и, конечно же, зимой у нас будет меньше теплопотери. Так вот, здесь у нас лежит ламинат. Здесь вы можете хоть так поставить кровать, хоть так, как угодно. Но я бы все-таки поставил вот так вот бы кровать. Здесь бы, наверное, какой-нибудь столик. Далее, ну, чтобы там краситься, что-то такое. Ну и большое панорамное остекление. Причем, смотрите, у вас вид просто вот-вот. Все. Вы на всех смотрите. Я причем бы никакие шторы бы не вешал, просто бы смотрите на меня все. Мне вот здесь очень нравится и комфортно. Помимо этого, вот в этой части, ой, слушай, я потрогал действительно вот эти вот краски, которые сказали, с силиконом, да, вот особенно, она реально как бы очень приятная на ощупь, я думаю, мыться будет, отмываться хорошо. Так, в этой части человек запланировал камин, и наверху есть уже дымоход, то есть, когда будут устанавливать его, просто в гипсокартоне сделают отверстие и туда это все выведут. Так вот, это была спальня номер раз. Сейчас, друзья, мы рассказываем это так, как видит это хозяин, а потом расскажем, как видим это мы. Заходим мы теперь во вторую спальню. Здесь хозяин хотел использовать ее как бы летом. Хотя не знаю почему, но смотрите, у нас здесь уже плитка, широкоформатный гранит, и там у нас обогрев, электрический пола, да? Кабели не закладывали не стандартный, а более качественный, дорогой, чтобы он был более мощный. Вот там вот есть термостатик. Смотрите, ставим кровать. Опять же, здесь у нас больше остекления, чем положено.
И тоже в этой части наверху у нас сделан дымоход. То есть, ребят, вы можете поставить реально камин, закидывать туда дрова, без шуток, да, и сидеть кайфовать. Причем, смотрите, если это зима, у вас каминчик, там у вас будет закат, смотрите, видите, солнышко уже садится. Просто будет очень круто. И причем сюда вы выходите, и у вас терраса. Ее, кстати, эту террасу тоже увеличили на 50 сантиметров, вылет сделали. То есть достаточно много места и пространства, да? А теперь давайте пофантазируем, как мы это видим с Леной. Смотрите, друзья, мы живем с ней вдвоем, поэтому мы бы сделали это чисто нашим личным пространством, да? Ну, а когда приезжает дочка, она бы на первом этаже жила. Смотрите, в этом помещении мы подумали, что мы бы сделали, наверное, мой кабинет, да? Я бы здесь что-нибудь там поставил, компьютер, какие-нибудь книги, плюс я сделал бы вот именно в этом месте какое-нибудь кресло удобное для чтения. Потому что вот я сейчас нахожусь в этом углу, и я понимаю, что здесь вид обалденный. И прям так вот тишина такая классная. То есть здесь было бы такое место, там диванчик какой-нибудь, кушеточка, какие-нибудь там, ну, красивый декор. Ну, а потом мы, когда заходим сюда, здесь у нас прям вообще личное пространство. Причем, друзья, я забыл вам сказать, что вот эта стена дополнительно сделана звукоизоляцией, поэтому 100% здесь будет спальня. Так вот, здесь бы мы поставили спальню большую, уверен бы, метра 2,20 шириной. И в этом углу Лена сказала, что, говорит, я бы хотела себе отдельно стоящую ванну. Чтобы она такая пришла, легла в эту ванну и наблюдала за морем и за закатом. Потом встала, здесь бы, может быть, какая-нибудь кушеточка и пуфик, взяла свой халат и пошла на балкон. А на балконе здесь у нас будет столик, обязательно будут такие какие-нибудь удобные... А, смотри, качалочка. Вот сюда обязательно качалку, да, которая вот такая вот гамачок-то, да, не гамачок, как называется? Ну, в общем, вы поняли, да? А здесь столик. Поставить столик, стульчики и попивать винишечко. А потом, когда попили винишко, можно уже идти и спать. Друзья, ну круто на самом деле. Очень круто и нам нравится. И если... Что вам дает вот это вот все большое пространство? Вы на самом деле сами можете пофантазировать и придумать, как вы хотите, что хотите. Просто приобретайте, делайте, творите. Ну, а мы продолжим экскурсию по второму этажу, да? И мы идем в ванную комнату, про которую мы до этого ничего не говорили. Смотрите, ванная комната здесь 16,5 квадратных метров, она достаточно большая. Здесь у нас есть раковина, дополнительное место для всякой всячины, так я называю, Лены, баночки, скляночки, там, фены и все остальное. И душевая кабина. Друзья, у нас здесь везде электрический пол, широкоформатная плитка, здесь у нас глянцевая, а внутри, смотрите, какой размер душевой кабины. Просто очень большой. Здесь у нас не скользящий широкоформатный гранит, тоже с подогревом электрическим снизу. Я бы на самом деле здесь сделал бы вот какую-нибудь еще дополнительную, как сказать, ступенечку, чтобы можно было сесть. Да? Душик направил и отдыхаешь. И есть окошко. Из окошка мы можем частично наблюдать тоже за участком и за вот горами. Но это очень удобно, потому что, смотрите, действительно, если у вас есть какая-нибудь, ну не то что сырость, а вот влага, всегда можно провентилировать это. У вас никогда не будет ни плесени, ни грибка. Плюс дополнительно это теплый пол электрический. То есть, ну круто, у вас и через 5, через 10 лет здесь будет все тип-топ. Друзья, и еще задумка хозяина. У него была такова, что выходишь, и здесь он хотел вешать полотенца и халаты. И вот эта вот стена, там тоже заложен электрический мат. То есть она тоже будет всегда теплая. Чем это удобно? Вам не нужны какие-то там полотенцесушители. Вы просто на крючок повесили свое полотенце, свой халат, и он высох. И вы одели, он такой тепленький халат, и вам приятно. Ну, а здесь мы проходим. Здесь у нас еще сделана дополнительная гардеробная. Вот на втором этаже. То есть подразумевается, что вы пришли вот в зону ванны и, ну, скажем, гардероба, разделись, переоделись и пошли в спальные комнаты. Она такая небольшая, со скошенной крышей,
Я думаю, что в этой части можно разместить полки с обувью, либо просто стеллажи, там, знаете, футболки какие-то там, шкафчики, сделать пуфик, вешалочки. Ну, в общем, Я подумаю, это место для хранения полотенец и постельного белья. ну, слишком Пледов. много, да. Да. Слишком много, да. Ну, в любом случае, я думаю, что вам можно придумать все, что хотите. Главное, что есть, опять же, розетки, есть освещение и есть небольшое окошко. Ну, вот так вот. Друзья, давайте подведем итог, и я вам скажу сразу. Стоимость этих апартаментов это 350 тысяч евро. Как я вам говорил, что вот эти вот Garden дуплексы, они сейчас стоят 390. Здесь фактически вы живете на улице со всеми, да, там вы имеете большой вид, они переделаны, они недоделаны, они более интересны, они более удобные для жизни. И причем в стоимость 350 тысяч евро мы вам дадим еще однокомнатную квартиру 1+1 стоимостью 50-60 тысяч евро. Ну вот так вот по рынку, да, это будет новостройка в Елове, недалеко от Стамбула. То есть вы захотите здесь пожили, захотели туда, поехали на термальные воды, отдохнули немножечко, да, либо хотите просто сдали ее в краткосрочную либо долгосрочную аренду. Друзья, у вас будет две квартиры по стоимости 350 тысяч евро, и вы получите свой ВНЖ и не будете вообще ни за что переживать. Но, к сожалению, это такая акция ограничена. Звоните по телефону и все уточняйте. Но, тем не менее, мы получаем абсолютно новую квартиру размером 180 квадратных метров, просторную, комфортную, интересную, в хорошем комплексе, недалеко от моря, в классной Алании. Друзья, нам понравилась эта квартира, но мы бы, наверное, там жили, честно, потому что мы пофантазировали, нам очень понравилось. Но, тем не менее, спасибо, что смотрели нас. Не забывайте подписываться на наш канал, всегда звоните, пишите, если какие-то вопросы. Ну а пока.